Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Сегодня у нас 13 апреля. Погода такая похолодала. Зацветает вот абрикос в это время. На цветение абрикоса всегда у нас портится погода. Холодает, бывает даже снег выпадает. Сейчас температура 7 градусов. Ну, в это время, конечно, пчелкам бы летать, собирать нектар. Вот, но они максимум, куда могут вылететь, это за водой. И то их там какая-то часть остается, потому что очень холодно. Пчелки, вот, несмотря на такой холод, все равно вылетают. То есть лед пчелок есть. Вот можно посмотреть, этот улей. Вот с этого улья летают. С этого тоже. Ну, все ульи куда-то они летают. Ну вот тут у нас цветет кизил. Вот. Если в теплое время тут много пчел, то сейчас вот я пчел не вижу. Вот. Хотя обычно их тут очень много. Ну, в основном летают они куда? На воду. Сейчас подойдем, посмотрим. Вот они все здесь. Летают за водой. Но проблема в том, что из-за холода вот много их, конечно, вот видно, что остается здесь. Вот. Ну, ничего не сделаешь. Тут уже так. Как бы водичка им нужна для развития, поэтому вот они сюда и летают. Значит, смотреть я в такое время семьи не смотрю. Для этого, значит, что? У них сейчас там очень много расплода. Закрытого, открытого. Идет потребление корма. Им в это время необходимо обеспечить достаточными запасами корма, так, чтобы была недалеко вода и утепление. Вот это самое главное. И потом, конечно, их не тревожить. Ну, кто дает подкормки жидкие, кто-то, значит, запасы меда там подру. Ну, вот я, допустим, оставляю им достаточное количество меда и выставляю все, что у меня остается в хранилище, за заставную. И они себе потихоньку там, когда такая холодная погода, что не могут вылететь, они себе потихоньку там перерабатывают эти рамочки. Ну, сверху так мы можем аккуратно посмотреть. Значит, вот так вот у нас утепление. Значит, я обычно после первого облета ложу пленочку. Вот. Видно, они тут поподымали эту пленочку. Ну и тепло, конечно, тепло. Вот. Вот гнездо основное. И вот тут я им подставил то, что было у меня в хранилище. И видно, вот они работают на этих рамочках. Там есть мед. Вот. И они себе потихоньку перебирают. Поскольку они могут вылететь, где-то взять, поскольку холодно. Ну вот они здесь. И так, в общем-то, в каждом улье. Вот в ульях сухо, вот в это время, всю зиму сухо, и сейчас вот видно, что сухо. Но влага, конечно, есть. Если вот так присмотреться, то крышки, под крышками здесь немножко есть такая влага. То есть это, как бы, они влажность в гнезде поднимают, и, конечно, тут влажность и в улье чуть-чуть поднимается. Ну, это тут вот этот улей, вот здесь также, ну, это можно посмотреть. Тоже немножко вот видно влага здесь присутствует. Вот видно, тут сухо, а тут влага. Вот. Поэтому это идет у них там расплод. Вот. Но тема сегодняшнего видео, о чем я хотел рассказать. Мне часто задают вопрос, пользуюсь ли я потолочинами. Почему смотрят холстики. Значит, я вот на эту тему сейчас хочу рассказать. Значит, в свое время у меня в ульях были вот такие потолочины. Я от них отказался. Для меня, значит, лучше все-таки работать с холстиками. Почему? Что собой представляют потолочины? Значит, если зимой стоят потолочины, здесь обязательно сбоку будет собираться влага. Здесь под низом везде будет сырость. То есть, если на зиму, то вот сбоку от гнезда по-любому эти потолочины необходимо убирать, чтобы здесь шла вентиляция. Если на зиму их оставить, хотя бы даже через одну, все равно здесь уже хуже будет вентиляция, там будет влага. Вот первый отрицательный момент. Второе для меня, что отрицательно. Если потолочины будут лежать здесь, где гнездо, значит,
Ну, во-первых, не видно, где пчелы, сколько у них там корма, поднялись они, не поднялись. Если необходимо подкормить, тоже это мне уже сложнее. Опять же, снять потолочину – это шум. То есть те, кто зимуют с потолочинами, конечно, тогда надо рассчитывать так, чтобы их не тревожить до весны. То есть запасы корма обеспечить, вентиляцию и все остальное, чтобы не тревожить до весны. Вот. Ну, делают, кто пользуется потолочинами, вырезы здесь, сеточку. Через ту сетку можно потом подкармливать пчелок. И она же, допустим, идет для вентиляции. Но я говорю, для меня, ну вот, первый отрицательный момент. Второй момент, летом. Летом снизу пчелки все это дело прополисовывают. И если пересматривать рамки, допустим, открывать, берешь прополисованную эту потолочину, куда-то ее надо положить. Куда ни положи, она приклеится. Если поставить сбоку, она траву к себе, значит, ну, руками, опять же. Вот, одну на одну, опять же, приклеивается. Вот, дальше. Назад положить, она уже не входит туда. Почему? Потому что прополис остывает, и уже его туда назад втиснуть практически невозможно. Вот второй отрицательный момент. Значит, ну, что такое холстик? Как я работаю с холстиками? Холстики, конечно, тоже есть плюсы, есть минусы с холстиками. Ну, холстик, его хватает, в общем-то, ненадолго. Холстик очень быстро пчелки прогрызают, прополисовывают, вот делают вот такие дырки. Вот видно? Прогрызают. Но в чем преимущество холстика? Его очень быстро, вот я, допустим, 5 минут я изготовил 4 холстика. Вот их делать очень быстро. Взял, заменил на свежий, все. Прогрызли, допустим, если этот холстик прогрызенный здесь лежит, можно сверху просто другой положить. Открывать, чтобы открыть гнездо, значит, холстик открывается одним движением. Открыл и все гнездо видно, можно работать. Еще один плюс, который для меня по холстикам, значит, это всегда в улье сухо. Можно организовать так вентиляцию, что в улье всегда сухо. Вот сбоку, допустим, тут тоже есть один нюанс. Где заканчивается уже гнездо, значит, ну, тут стоят рамочки, так же, как и в других ульях. Это они тут работают. Это уже за заставной. Вот видно, какое количество пчелок. Это за заставной, вот они работают. Значит, холстик я опускаю не до самого низа. Вот. Если до самого низа, то вот впереди чуть-чуть оставляю продых. Вот подгибаю холстик и оставляю продых. И с задней стороны то же самое. Делаю небольшой такой продых. Если тут полностью закупорить, то там обязательно начнет собираться влага, сырость. Вот. Ну, это как бы со временем пройдет, но это нехорошо. То есть чуть-чуть вот, либо чтобы до низу не доходил холстик, либо вот впереди, сзади. Таким образом, вот с холстиками мне лучше, что в улье намного суше, чем вот если с потолочинами. Ну, вот, в принципе, плюсы и минусы. То, что мне задавали вопросы, почему я не пользуюсь потолочинами, чем лучше холстики. Вот, в принципе, для меня вот такие нюансы. На сегодняшний день у нас уже больше 10 тысяч подписчиков. Спасибо всем, кто подписался на канал, смотрит видео, пишет комментарии. Спасибо всем за вашу поддержку.